Наконец-то добрался до водоема. Ну, лед вроде бы есть какой-то. Озеро замерзло. Водоемчик. Тут летом кто-то рыбачил. Упавшая верба. Прекрасное место. Ребята, всем привет. Приехал я на водоем, который недалеко от моего дома. Решил проверить, какой сейчас лед. Декабрь месяц. Морозов у нас толком нету еще пока. -3, -5 бывает там иногда. Ну а так в основном -2, -3. Ну лед, наверное, сантиметра 4 толще, наверное, не будет. Попозже проверим. Я приехал посмотреть, как работает моя новая подводная камера. Я раньше пользовался подводной камерой Calypso года 2. Все меня устраивало. Но прошлой зимой протек сам видеоглазок на подводной камере Calypso. Он не разборной, в цельном корпусе. Там ничего не сделаешь. Я думал и решил купить себе другую подводную видеокамеру. Она раза в 3 тяжелее, конечно, объемней. Идет вот в таком чехле. Сейчас достану. О, это сюда. Экран 7 дюймов. Вот такой видеоглазок. Такая камера большая, тяжелая. Она уже огружена. Идет снизу груз впаян. Выставлена по горизонтали. Разрешение у этой камеры Full HD. Если получится зайти на лед, просверлю пару лунок и попробуем поопускать, посмотрим, какое качество картинки у этой подводной видеокамеры. Идет также подсветка у нее, желтый цвет. Показывается заряд аккумулятора. Толщина кабеля 5 миллиметров. Ну, такая солидная. Посмотрим, как она покажет себя в процессе использования в морозы и так далее. Меня вполне устраивала и подводная камера Calypso. Но, как оказалось, это у них такая есть проблема. 2-3 сезона и начинает протекать видеоглазок. А сейчас попробуем проверить, какой же лед. Можно зайти на него или нет. Вроде пока не трещит. Но это возле берега. Так, наверное, просверлю лунку. Ух ты. Ну-ка. Сантиметра 4. Тогда лед слабенький, друзья. Значит, я сейчас по вербе попробую пробраться вот туда, поближе к руслу. Вот там вот, где снег, это идет русло. И там просверлить луночки. Пару штук. И поопускаем там камеру подводную. Так, попробуем сейчас. Так. Лед уже трещит. Ну, спустился я вниз. Еще какая-то бутылка. Вот это замучили свиньи, рыбаки свиньи. Выбрасывают. Где-то я тут. Вот так вот. Тут хорошее, кстати, место.
стою на дереве я. Что можно будет вот тут просверлить здесь пару луночек и посидеть, посмотреть, есть тут живой или нету никого. А ну-ка, сейчас попробую ногою проверить. Трещит лед, видали? А тем более еще мне с моим весом 95 килограмм опаснее вдвойне. Так, ну хорошо, сейчас сюда перетаскиваю вещи свои, заберу рюкзак на берегу, бур, и где здесь можно просверлюсь, насверлю лунок и попробую тут порыбачить. Так, опускаем. Посмотрим, кстати, заодно, какая здесь глубина. Ну, я вам скажу, глубина опускается и опускается. Глубина хорошая здесь, друзья. Смотрите, какая картинка четенькая. Как хорошо видно все. По сравнению с Калипсо, это небо и земля, если сравнивать с Калипсо. Ну, рыбки пока не вижу. Водоросли, коряги всякие разные. Больше ничего. А здесь и мормышку не опустишь. Все завалено ветками. Ужас. Какие хащи. Никого не вижу пока. Подводная камера снимает, ребята, просто супер. По сравнению с Калипсо, это даже и нечего сравнивать. Единственный плюс у подводной камеры Калипсо это то, что она легенькая. Там она грамм, наверное, может 400, не знаю, 300. Хочу здесь еще луночку просверлить. Вот примерно в этом месте. Вот здесь. Как бы туда добраться. Может и не добираться. Можно вот так попробовать. Ух ты. Еще там попробуем опустить камеру. Смотрим. По бокам все закоряжено. А вот прямо там такое более-менее чистое место. О, смотрите, караси. Вот один поплыл. Там еще он второй. Вдалеке. Можно приезжать на этот водоем и пробовать ловить карася зимой. Красавцы. Там, где лоза затопленная, там глубина 1,5 метра. И есть такие пятачки с чистой водой, где нет зарослей. И вот там точно будет стоять карась. Сверлю лунки. Хочу добраться вот до края упавшего дерева. Но когда начинаю вот идти туда, начинает трещать лед. Сейчас попробую еще тут опустить подводную камеру. И там. Ух, смотрите, щука плывет. Где-то метрах в 3 от меня. Хорошая, ну, килограммовая щука, это 100%. Ух, ну вы видали, какая щука проплыла. Я даже не знал, что тут есть щука. Озеру 3 года. Оно пересыхало, не было воды тут года 4, наверное. И вот только как 3 года здесь появилась вода. Опять озеро наполнилось. Я знал, что тут есть карась. Говорили за ротана, что есть ротан. Но за щуку я не знал. Можно смело сюда приезжать, пробовать рыбачить на балансир и ловить карасика. Сижу, наблюдаю, выплывет еще какая-нибудь рыба или нет. Заодно попью чая с кексами. Смотрите, кто плывет. То ли красноперка, то ли плотва. Непонятно. Где-то в 2 или в 3 метрах от камеры плывет стайка. Скорее всего, что это красноперка, но небольшая. Кстати, аккумулятора этой подводной камеры хватает на 5 часов бесперерывной
работы. Решил, ребята, опустить балансир, посмотреть, как его будет видно в подводную камеру, хорошо или нет. Ну, видно просто замечательно. Расстояние между балансиром и подводной камерой около метра. Смотрите, какой жирный карась подплыл. А я не брал ни мотыля, ничего не брал. Смотрите, вдалеке появился маленький ртанчик. Заметил балансирчик. Ну, там совсем маленький. Балансиром играю где-то в пол воды я. Первый выезд на зимнюю рыбалку считаю удачным. Почти. Кроме того, что не повезло мне со льдом. Лед еще тонкий. Но зато я проверил водоем, на котором хотел давно порыбачить. Увидел рыбку, вам показал. Показал, как работает подводная камера. Сейчас еще покажу вам снасти, на которые я буду рыбачить этой зимой. И потом буду потихоньку собираться домой. Сейчас попробую выбраться с этого места. Пройти чуть дальше по берегу. Там есть вымостка. Может, там покрепче лед. Хотя навряд ли. Сейчас мы доберемся до этой вымостки. Ух ты. Тут даже, смотрите, у кого-то стул стоит. Ну вот она, вымостка. Ай, да. Хорошие места. Ну, вон та верба, где я только что был. Нормально так, кстати, вам скажу. Вроде бы как типа на лыжах. Процесс, конечно, медленный, но зато безопасный. Нормально. Попробую проследить. Трещина пошла. Сантиметра 3 лед. Но это где-то примерно метров 10 от берега я лунки просверлил. Там посередине глубина примерно где-то метра 2,5. Ну а тут будет, наверное, 1,5. Сейчас берем камеру, опускаем и смотрим. Так, ну дошел до первой лунки. Включаем камеру. Есть. Смотрим, смотрим, друзья, что у нас тут. Так, а вот и дно. Водоросли. Вода мутная. Так, покрутим сейчас. По кругу посмотрим. И опущу, попробую в другую лунку. Да, рыбы нет. Прозрачность воды где-то около 2 метров. Дальше ничего не видно. Ну вот водоросли, которые в полуметре от видеокамеры, видно четко. Хотя вода мутная. Вдалеке все мутно. Из лунок пошла потихоньку водичка. Сейчас где-то около нуля, но ничего не замерзает. Стою тут на палках.
Во всех этих 3 лунках нету рыбы вообще. Так, посмотрим, сколько тут заряда аккумулятора. Смотрите, все горят. Вообще не разрядилась. Включенная она была у меня где-то около часа. Ну, в общей сложности. И заряд как был у меня 4 диодика горело, так и горят. Расскажу вам за свои снасти, на которые я буду рыбачить в этом году. Когда будет уже нормальный лед. Начну, наверное, с балансира. Вот такая у меня удочка для ловли на балансир. Грамм, наверное, 100. Может даже меньше. Катушка пластиковая фирмы Select. Удилище тоже фирмы Select. Это не реклама. Я нашел его в интернете, купил. Других у меня не было, не с чем сравнивать. Но мне нравится. Оно разборное, двухсоставное. Я его вот так вот сложил, положил в ящик. И все, много места не занимает. Ловил на это удилище щук килограммовых, 1,5 килограмма. Достаешь без всяких проблем. Поклевки видно очень хорошо. Удилище очень звонкое, отдает в руку хорошо. Поклевки чувствуются прекрасно. Можно даже не смотреть на кончик удилища. Леску я использую 0,28, 0,26. И вот такой вот коротенький, маленький титановый поводочек. Именно титановый, не флюрокарбон. Сейчас балансиры не очень-то и дешевые, то я не рискую и ставлю только титан. Балансирчики. Вот такая у меня коробочка, их штук 20 у меня. Половину уже растерял. Окуневых много потерял. Покажу вам самые уловистые, те, которые у меня хорошо ловили щуку в прошлом году. Вот такой вот. Голубая спинка, оранжевая пузика, тройничок, капелька. В длину где-то сантиметров 5. Вес не знаю, вес около 8 грамм, не больше. Вот такой вот неплохо ловит. На него я рыбачил поменьше в прошлом году, но ловит тоже щуку прекрасно. Балансиры у меня фирмы Кропаль и фирмы Акара или Акара. Если я неправильно произношу, поправите меня. Ну вот такой еще есть балансирчик. Красавчики. Сильно большие балансиры я не использую. Вот такой вот красавчик. Очень хороший. Ловит щуку и окуня будет ловить. Если я еду именно на окуня рыбачить, то я чаще использую балду. Сейчас вам покажу, какую именно. Они бывают разные. Вот такая у меня удочка для ловли на балду. Наверное, грамм 20 у удочки. Леска 0,18 у меня стоит. Вот такой вот лавсановый кивочек. И вот сама балда. 2 крючка сверху и внизу 2 крючка. Такая балда напоминает речное насекомое. Очень часто поклевки, кстати, вот на вот эти верхние крючки. Сколько я не пробовал, перепробовал много самых разных вариантов. Вот этот вариант мне понравился больше всего. Ну и мирную рыбу я ловлю, ребята, на безмотылку. Использую я вот такую вот удочку Сальма, всем уже, наверное, известную. Такой вариант удочки мне нравится больше всего. Леска 0,12, хорошая, или Франция, или Германия, хорошего качества. И кивочек сантиметров 10 в длину, 12, железный, из часовой пружины. Из мормышек чаще всего я использую вот такую вот, похожую на муравья. Я ее называю еще снеговичок. И обязательно одеваю желтую бусинку. Ловлю без мотыля, без опарыша. Такая мормышка очень нравится красноперке, плотве, да любой рыбе. Ну вот, в принципе, и все. 3 удочки, на которые я рыбачу всю зиму. И всегда приезжаю домой с рыбой.
Главное в зимней рыбалке это найти место, где стоит рыба в данный момент. И используя вот такие снасти, вы всегда будете с рыбой. Пишите, друзья, обязательно комментарии, на какие снасти вы любите рыбачить. Что вы думаете по поводу подводной камеры, которую я купил. Ставьте лайки, делайте репосты видео. Всем пока.